Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео я рассказывал, как можно с помощью Arduino Uno измерить частоту шим-сигнала пинов самой Arduino Uno, либо частоту шим-сигнала другого микроконтроллера. Я показывал два способа, как можно изменить установленную по умолчанию частоту шим-сигнала на Arduino. Если не смотрели, то лучше сначала ознакомьтесь с прошлым видео, ссылка есть в описании и появится в подсказках. В этом видео разберем, как изменить частоту шим-сигнала на микроконтроллерах Attini. Разберем изменение частоты на примере Attini 85. Данный вариант будет актуален и для микроконтроллеров Attini 25 и Attini 45, но не для Attini 13. О нем я поговорю в отдельном видео. Согласно даташиту на Attini 25, 45, 85 у него два таймера. И с шим-сигналом могут работать 3, 5 и 6 пины. Третий пин связан с таймером 1, 5 с таймером 0, а 6 с нулевым и первым таймером одновременно. Напишем небольшой скетч, где задействуем все три пина, которые могут работать с шим-сигналом. И еще 7 пин, к которому мы подключим светодиод. И он будет у нас мигать раз в секунду. Чтобы можно было визуально оценить, сбили ли мы работу функции Delay своими изменениями или нет. Прежде чем загружать скетч, сверимся с калькулятором фьюзов и убедимся, что все фьюзы микроконтроллера установлены на значение по умолчанию для него. Запускаем утилиту чтения и изменения фьюзов, о которой я рассказывал в отдельном видео, ссылка в подсказках. И видим, что фьюзы микроконтроллера установлены на значение по умолчанию. Устанавливаем тактовую частоту в 1 МГц и загружаем скетч в Attini. Размещаем Attini на макетной плате, светодиод у нас мигает примерно раз в секунду. Поочередно будем соединять 8 пин Arduino Uno, который замеряет частоту шим-сигнала с выводами от Attini. На 5 и 6 пину получаем значение частоты шим-сигнала около 60 Гц, а на 3 пину, который связан с таймером 1, частоту около 2 кГц. То есть будем считать, что это значение по умолчанию для данного микроконтроллера. Теперь будем менять значение частоты работы микроконтроллера непосредственно в среде Arduino IDE и смотреть, как это повлияет на частоту работы шим-сигнала. Начнем с того, что изменим тактовую частоту от Attini с 1 МГц до 8 МГц и посмотрим, как это повлияет на частоту шим-сигнала. Частота на 3 пину уменьшилась примерно до 1 кГц, а на 5 и на 6 пину осталась прежней около 60 Гц. А наш светодиод стал мигать в 8 раз реже. То есть видим, что частоту работы микроконтроллера мы действительно изменили. Теперь изменим частоту на 16 МГц. Частота шим на 3 пину не меняется и составляет примерно 1 кГц. И также на 5 и 6 пину остается прежней около 60 Гц. Установим частоту 1 МГц и будем менять частоту шим-сигнала через регистры, как я делал в случае с Arduino Uno в прошлом ролике. Открываем даташит на Attini 25, 45, 85 и прокручиваем даташит до 89 страницы, где рассказано, как работать с регистром, связанным со вторым таймером. По сравнению с Arduino Uno для манипуляций с изменением частоты шим нам доступно 4 младших бита. И как видно из таблицы 12.5, возможных значений делителя намного больше, чем в случае с Arduino Uno. Возьмем значение из второй строки таблицы и узнаем, какова будет максимальная частота шим на 3 пину от Attini 85. Добавляем строку, очень похожую на ту, что мы применяли для Arduino в прошлом видео, только менять мы будем 4 младших бита. Загружаем скетч, устанавливаем Attini на макетную плату, открываем монитор порта и видим, что частота шим-сигнала составляет 3968 Гц, то есть почти 4 кГц. Соответственно, взяв за основу
Следующую строку мы получим вдвое меньшую частоту – 1964 Гц. Далее еще в 2 раза меньше – 979 Гц и так далее. Я потом в коде скетча добавлю закомментированные строки с установками делителя и какая примерно частота при каком делителе получается. Теперь попробуем поработать с нулевым таймером. Переходим к таблице 11.6 на 80-й странице даташита. Возьмем вторую строку с единицей на конце. И видим, что частоту шим-сигнала мы, конечно, изменили на 5 и 6 пину. Теперь она составляет 3906 Гц вместо 60 Гц ранее. Но настройки нулевого таймера мы сбили. И светодиод, который мигал раз в секунду, теперь мигает несколько раз в секунду. Таким образом, чтобы изменить частоту шим-сигнала на attune 25, 45, 85 и не затронуть работу таких функций, как, например, delay, нужно работать только с третьим пином, меняя установки таймера 1. И как и в случае с Arduino Uno, мы не трогаем нулевой таймер. Впрочем, можно схитрить и, изменив частоту шим-сигнала на нулевом таймере, одновременно увеличить кратно временные интервалы. В данном случае в 8 раз значение функции delay с 1000 миллисекунд до 8000 миллисекунд. При этом и светодиод будет мигать раз в секунду, и частота максимально возможная у нас получится 4 кГц на 5 и 6 пину. В следующем видео поговорим немного на другую тему, но тоже связанную с attune. А потом еще посмотрим, что можно будет сделать с частотой шим на attune 13, у которого всего один таймер, таймер 0. Спасибо всем за просмотр, до встречи!